Эдгар Аллан По. Падение дома Ашеров. Будьте добры не тревожить покой моего пациента. Господин Агюст Дюпен, я так полагаю. Именно так. Доктор Найджел? К сожалению, сэр Родерик не предупредил меня о том, что пригласил вас в гости. В его тяжелом состоянии это весьма опрометчивое решение. Вы к нам надолго? Планировал на пару дней. Чем болен Родерик? Вы не врач, вы не поймете. Достаточно знать, что болезнь неизлечима. Найджел! Найджел! Это Агюст приехал! Как я рада! Дюпен вздрогнул. Доктор Найджел приоткрыл дверь в спальню, ужом проскользнул внутрь и запер ее за собой. Вскоре Дюпен нашел то, ради чего и приехал. Фамильную библиотеку Ашеров. Шкафы из темного дерева устремлялись ввысь и были полностью заставлены книгами. Драгоценные фолианты так и манили. Ой, здесь эти чертовы благовония и соль. Ну уж нет. Портить этим священный аромат библиотеки я не позволю. Черт, кубок выпал в сад. Как вдруг неожиданно он почувствовал холодное прикосновение к своему плечу. Кто здесь? Агюст нахмурился. Касание повторилось. Я не верю в призраков. Давление исчезло, но сразу же после этого декоративные рыцарские доспехи, украшавшие комнату, вдруг с лязгом зашевелились. Рука поднялась, и латная перчатка непререкаемо указала на открытую дверь в дальней стене. Едва Дюпен зашел, как дверь за ним захлопнулась. Чернота затопила все вокруг. И в противовес ей, впереди, у шкафа возле рабочего стола, проступил серебристо-мерцающий, слабо светящийся образ девушки. И тотчас обессиленная исчезла. Дюпен зажег свет и взял с полки указанную книгу. «Некрономикон» гласило название на обложке. На ужине стало ясно, что с Родериком Ашером все не в порядке настолько, насколько это вообще возможно. Он то стучал вилкой о кубок, требуя внимания, то заливисто смеялся, то угрюмо смотрел в одну точку, и слезы стекали по его щекам. За окнами уже развернулась настоящая буря. Дождь хлестал немилосердно, тучи клубились прямо над домом Ашеров. Агюст, ты уже выбрал книгу для себя? Да, Покажешь? обязательно. Но чуть позже. Почему ты решил отдать мне тот долг сейчас? Когда же еще? Ведь я готовлюсь умереть со дня на день. С чего ты взял? Господин Дюпен, пожалуйста, не вмешивайтесь в здоровье моего пациента. Доктор Найджел, пожалуйста, замолчите. Что вы себе позволяете? Найджел, не обижайтесь. Агюст всегда был резок. Я непременно умру, милый Дюпен, это ясно так же, как то, что проклятие рода Ашеров никогда не было выдумкой. Но когда 2 года назад моя милая сестра заболела, и легкая простуда обратилась чем-то ужасным, несмотря на старания доктора Найджела, она умерла, моя милая Мадлен. Она умерла. Угасла, как свечка. Болезнь забирает меня. Родерик, вам пора спать. Вы слишком слабы. А теперь конец действительно близок, и я чувствую себя таким дураком. Потому что ты и есть дурак. Что? Ты не умрешь, Родерик. Ни через неделю, ни через месяц.
Не хочу тебя разочаровывать, но ты абсолютно здоров, дружище. Доктор Найджел лжет, называя твою болезнь неизлечимой. Дюпен! Вы с самого начала вели себя фамильярно, но это уже слишком. Слишком – это то, что вы творите, доктор Найджел. Вы вовсе не лечите своего пациента. Напротив, вы систематически травите его. С чего бы мне это делать? Чтобы свести Родерика в могилу, конечно. Ровно так, как вы это сделали с мисс Ашер. Или, вернее, будет сказать, с миссис Найджел. Каковой она стала чуть больше года назад. После того, как вы тайно обвенчались. А наследство, естественно, достанется ему. Как мужу Маделин. Дюпен! Перестаньте нести околесицу. Я не стерплю такой клеветы. Вы несете какую-то чушь. У вас нет доказательств.